Война. День 243. Ситуация на фронтах. Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре с помощью крылатых ракет и иранских дронов «Камикадзе». Так, на сегодняшний день Россия выпустила 330 дронов, 220 было сбито. Эффективность дронов ниже ракет, но ракеты у РФ заканчиваются, а производство не поспевает восполнять потери. Так, сообщается, что «Искандеров» осталось всего 13%, «Калибров» 43%, а Х-101 около 45%. Поэтому интенсивность ракетных ударов не может быть постоянной. Север. В СМИ появляется все больше сообщений о возможном повторном нападении со стороны Беларуси на Киев или даже вдоль западной границы Украины с целью перерезания поставок оружия. В подтверждении этого даже отмечается переброска техники. Но сил, которые там есть, даже с учетом вступления в войну армии Беларуси, недостаточно для подобных действий, и вряд ли у России они когда-нибудь появятся. Дело в том, что армия РФ не смогла достичь успеха на киевском направлении в начале войны, имея фактор неожиданности, подготовленные и обученные войска на самой современной технике. Там была задействована половина всей наступающей группировки в размере 100 тысяч, и россиянам не удалось даже наполовину окружить Киев, не говоря уже о его взятии. Теперь, когда подступы Киева превращены в крепость, все подходы заминированы, а защитники имеют боевой опыт, у неподготовленных российских мобилизованных на старой технике нет никакого шанса, чтобы хотя бы повторить свершение своих предшественников. Поэтому данное нагнетание ситуации скорее больше для оттягивания украинских сил, чем для реального нападения. Восток. Продолжаются бои по линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил о обстреле своих позиций в районе населенного пункта Карамзиновка, что подтверждает отход российских войск за реку Жеребец в этом направлении. На правом берегу Северского Донца поступает информация о продвижении украинцев к Золотаревке. Россияне атакуют Белогоровку, Спорное и Солидар, а украинские войска предприняли локальные контратаки, в результате которых оттеснили россиян от Бахмута на севере за трассу М-03. В свою очередь, российские войска продолжают атаки южнее города, но успеха там не имеют. Россияне атакуют Бахмут, не считая потерь, так, будто завтра не наступит, и этот город является их главной целью. Дальше продолжаются бои в районе Донецка, на подступах к Авдеевке и Первомайское. На южном фланге обстрелы, но фронт не меняется. Юг. Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что несмотря на панические заявления и вывоз россиянами всего, что только можно с правого берега Днепра, он не видит реальных действий российских войск по отступлению за реку. Напротив, россияне увеличивают число войск и продолжают укрепляться. Они твердо намерены удержать Херсон. Но в то же время он считает, что ЗСУ сможет освободить Херсон до конца года. На линии фронта продолжаются обстрелы, но о каких-либо продвижениях неизвестно. Также ЗСУ продолжает наносить удары с помощью «Хаймарс» по переправам и местам дислокации российских войск. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями, адекватными желательно, и колокольчик.